Всем огромный привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна Амигуруми». И сегодня мы с вами свяжем вот таких вот маленьких спящих котят. Они спят на спинке. Это полностью цельновязанная игрушка. Полностью ничего не пришивается. Вывязывается все в процессе вязания. И хвостики, лапки и ушки. Просто делаем утяжку и вышиваем лапки. Все остальное вывязывается в процессе. Экономия в глазках, потому что это спящий котеночек. Размер его 15 сантиметров этого котенка. И свяжем вот такую вот люлечку к нему. Вот обычная, вот такая вот люлечка. Очень легко вяжется. Котики вяжутся очень легко и быстро. Вот. И кому нравятся такие котята, то приглашаю на свой мастер-класс. Но прежде чем мы начнем, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал, поставьте лайк, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые мастер-классы. Давайте начнем. Итак, для вязания кошечки основной цвет у меня будет это Воланс Bunny Baby. У меня сохранилась этикетка. И в этот раз я буду вязать номер 133. Это такой светло-серый. У меня уже беленький темно-серый есть. Я теперь буду вязать светло-серым цветом. Люлечка у меня будет розовая. Это Alize Velluta, по-моему. Это немножко толще пряжа, чем обычная. Обычно это на 100 грамм 120 метров. Здесь потолще идет. Я на люлечке беру вот такой вот потолще плюшевую пряжу. Дальше для вязания игрушки мне понадобится крючок 4,5. Для вязания люльки я беру 7. Дальше мне понадобятся ножницы, маркер. Для вышивания ножек, коготочков и носика я буду брать вот такую вот розовую пряжу. Любой оттенок розового. Дальше для утяжки у меня будет длинная иголка с плотной ниточкой. Я беру, не помню, любую плотную нитку для утяжек я беру. И черную ниточку для вышивания глаз и мордочки. Вот такая вот полухлопковая ниточка черная с толстой иголочкой. Черная с обычной иголочкой. Все, давайте начнем. Итак, начинаю с вязания котенка. Для этого я делаю 2 воздушные петли, набираю. И во вторую петлю от крючка я провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Первый ряд провязан, второй ряд. Все прибавки подряд. В каждую петлю 2 столбика без накида. Провязав первую прибавку, я ставлю маркер в первый столбик в начало ряда. И дальше провязываю вторую прибавку, третью. Подтягиваю хвостик. Дальше 4-я прибавка, 5-я и 6-я прибавка. Должно в конце ряда получиться 12 столбиков. Второй ряд провязан, третий ряд. В третий ряд провязываю столбик без накида, ставлю маркер. В следующую прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Так нужно провязать до конца ряда. Всего должно быть 6 повторений. В конце ряда 18 столбиков. Столбик без накида в следующую прибавка. Давайте так провяжем до конца ряда. Третий ряд провязан, 18 столбиков по кругу, 4-й ряд. Снимаю маркер. Провязываю столбик без накида, ставлю маркер обратно в первый столбик, дальше второй столбик, в следующую прибавка,
И так нужно провязать до конца ряда. 2 столбика без накида и прибавка. Так нужно провязать до конца ряда, всего 6 повторений, в конце ряда 24 столбика. Давайте провяжем. 4-й ряд провязан, по кругу 24 столбика. 5-й ряд. В 5-м ряду провязываем так. Первый столбик провязываем, ставим маркер. Дальше провязываем 2-й, 3-й и 4-й столбик без накида. Теперь будем вывязывать лапку. Лапка вывязывается так. Провязываем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Провязав 7 воздушных петель в 4-ю, отсчитываем от крючка 1, 2, 3, 4. Вот в 4-ю провязываем шишку, которая состоит из 3 столбиков с 2 накидами. Делаю 2 накида. В 4-ю петельку ввожу крючок, провязываю 1 и 2. Провязываю эти 2 накида, 2 петелечки на крючке, опять делаю 2 накида, в эту же в 4-ю петлю провязываю опять 2 раза, уже 3 петельки на крючке, и провязываем 3-й столбик с двойным накидом. 1 и 2. Итак, я провязала. Теперь общую вершинку делаю вот так вот с общей вершинкой. Теперь 3 воздушные петли. 1, 2, 3. 3 воздушные петли. И в 4-ю петельку провязываю соединительный столбик. Вот так. Вот такая лапка получается. Теперь по цепочке остается 3 петельки. Я провязываю 3 столбика с накидом по цепочке. 1. Я не плотно вяжу, а не затягиваю петли. 2 и 3. Вот так. Вот провязали мы первую лапку. Итак, провязала я ножку. Теперь в основании этой петельки, с которой вывязывалась ножка, я провязываю соединительный столбик. Мы его не считаем, мы просто его провязываем, чтобы не было дырочки. Эту петельку мы не считаем. И дальше провязываем по туловищу. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Теперь провязываем вторую ножку. Вяжем вторую ногу. Набираем 7 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. В 4-ю петлю отсчитываем от крючка 1, 2, 3, 4. Вот в 4-ю я провязываю шишечку, которая состоит из 3 столбиков с 2 накидами. Вот я делаю 2 накида и ввожу крючок в 4-ю петельку и провязываю только эти 2 накида. Теперь опять делаю 2 накида в 4-ю и опять провязываю эти 2 накида. 3 петли на крючке, опять 2 накида и еще один провязываю столбик. Вот такая вот получается. И теперь провязываю все одной петелькой. Теперь набираю 1, 2, 3, 3 воздушные петли и в 4-ю соединительный столбик. Вот. Теперь делаю накид и провязываю по цепочке 3 столбика с накидом.
Раз, два и три. Провязала вторую ножку в основание, вот в основание, где у нас была ножка вывязывалась, я сюда провязываю просто соединительный столбик. И дальше провязываю 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Провязала я 9 столбиков. Теперь вяжем хвостик. Хвостик вяжем таким образом. Набираю 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Вот. И теперь со второй петли от крючка я провязываю 2 соединительных столбика. Раз и 2. Дальше 3 столбика без накида по цепочке. 1, 2, 3. И дальше по цепочке 4 полустолбика с накидом. Раз, 2, 3 и 4. Хвостик провязан. Теперь в основание я провязываю, в основание хвостика соединительный столбик. Вот так. И теперь до конца ряда у меня получается 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. Вот такая получается деталь. Мы вывязали в 4 ряду. Получается хвостик, хвостик и 2 ножки. Ой, в 5 ряду. Это был 5 ряд. У нас ничего не поменялось. У нас 24 столбика по кругу, 6 ряд. Снимаю маркер. И в 6 ряду я буду провязывать 3 столбика прибавка. Значит, провязала я первый столбик. 1, 2, 3. И вот провязываю прибавку. Дальше загибаем ножку и провязываем здесь. 1, 2, 3 и прибавка. Это второе повторение. Дальше 1, 2, 3. Загибаем ножку. Теперь провязываем прибавку. Это будет третье повторение. Опять 1, 2, 3. Прибавка. Это будет четвертое повторение. Дальше 1, 2, 3 и прибавка. Это будет 5 повторение. И теперь загибаем хвостик и провязываем 1, 2, 3. И в последнюю провязываем прибавку. Это будет 6 повторение. Все, вот такая вот получается у нас деталь. Значит, мы провязали 6 ряд. В 6 ряду у нас получается 30 столбиков. Дальше 7, 8, 9 и 10. 4 ряда нужно провязать 30 столбиков без накида, без прибавок и убавок. Давайте так провяжем по кругу 4 ряда. Итак, я провязала 4 ряда. Вот такая вот деталь получается.
Значит, 11 ряд. В 11 ряду я провязываю 3 столбика, убавка. В первый столбик я ставлю маркер, затем 2, 3 и убавка. 1, 2, 3 и убавка. Так нужно провязать до конца ряда. Всего 6 повторений, и в конце ряда получается 24 столбика. Давайте так провяжем до конца ряда. Провязала я до конца ряда, теперь 12 ряд. В 12 ряду мы будем делать убавки через каждые 2 столбика. Столбик без накида провязала, ставлю маркер. Теперь второй столбик и убавка. Все так нужно провязать до конца ряда, всего 6 повторений, в конце 18 столбиков. Довязала я еще один ряд, теперь 13 ряд. 13 ряд я снимаю маркер, провязываю первый столбик и ставлю маркер начала ряда. Теперь провязываю 2, 3, 4. Теперь вяжем лапку. Итак, набираю цепочку из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь в четвертую петлю отсчитываем 1, 2, 3, 4. В четвертую петельку я провязываем шишку, которая состоит из 3 столбиков с 2 накидами. Я делаю 2 накида и в четвертую петельку провязываю 1 и 2. Первый накид провязан, делаю опять 2 накида, в четвертую провязываю второй столбик, только накиды. У меня 3 петельки на крючке. Дальше и третий столбик, только эти 2 накида. Все, 4 петли на крючке провязываем вместе. Теперь 3 воздушные, 3 воздушные, и в четвертую я провязываю соединительный столбик. Вот такая вот подушечка получается. Теперь по цепочке остается 2 столбика. Я провязываю 2 столбика с накидом. 1 и 2. Провязала. Теперь в основании петелечки я провязываю соединительный столбик. Вот. Дальше 6 столбиков без накида провязываю. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Провязав 6 столбиков, вот у нас первая лапка, и последняя лапка у нас, провязываем точно так же. Набираю я 6 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6. В четвертую провязываю шишечку, которая состоит из 3 столбиков с 2 накидами. Второй и третий столбик. Вот 4 петельки на крючке, провязываю вместе 3 воздушные, и в четвертую петельку провязываю соединительный. Теперь по цепочке вяжу 2 столбика с накидом, и в основании, вот в основании провязываю соединительный. Теперь до конца ряда 8 столбиков без накида. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 и 8. Все, вот такие вот лапки. Теперь мне вот эти вот шишечки нужно вывернуть, чтобы эти лапки были вот так вот наружу. Выворачиваем их вот так вот, чтобы они смотрели наружу вот так, чтобы отверстия вот были, углубления были внутри, а вот так снаружи такие лапки были. Так, вот провязан еще один ряд, это 18 столбиков так и осталось. Теперь 14 ряд. В 14 ряду я буду делать убавки. Столбик без накида, ставлю маркер в первый столбик. Дальше убавка. Убавка я буду за полную петельку, вывожу петлю, не провязываю, и в следующую не провязываю, 3 петли на крючке вместе. Дальше 1 столбик без накида и убавка. Мне так удобнее. Это вторая убавка. Столбик без накида. Третья убавка. Столбик без накида. Четвертая убавка. Столбик без накида. Пятая убавка. И столбик без накида. Шестая убавка. Все, теперь провязываем 15 ряд. У нас получается в 14 ряду 12 столбиков. 15 ряд провязываем без прибавок и убавок, 12 столбиков без накида. Давайте так провяжем 15 ряд. 12 столбиков по кругу. Итак, я провязала, вот такая деталь получается. Теперь 16 ряд. В 16 ряду провязываю все 12 прибавок подряд. Должно у нас получиться в конце ряда 24 столбика. В каждую петлю, в каждую петельку 2 столбика без накида. В каждую петельку прибавка. Давайте так провяжем до конца ряда. Итак, я провязала. Вот такая вот получается в следующий ряд у меня. Это получается 16 ряд. Теперь 17 ряд. В 17 ряду я буду делать прибавку через каждую одну петлю. Столбик без накида. Ставлю маркер в первый столбик. И в следующую прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. И так нужно провязать до конца ряда. Столбик без накида в следующую прибавка. Так нам нужно довязать до конца ряда. Всего 12 повторений. В конце ряда 36 столбиков. И дальше 18, 19, 20 ряд. 3 ряда я провязываю, 36 столбиков без накида. Давайте так провяжем. Итак, я провязала до 20 ряда. Вот такая деталь уже у нас получается. Теперь 21 ряд. Я, кстати, уже набила туловище. Туловище у меня уже набито. На этом этапе мы уже будем начинать убавки делать, поэтому лучше набить туловище. Итак, 21 ряд. Провязываю 4 столбика без накида. Первый столбик ставлю маркер. 2, 3, 4 и убавка.
Так нужно провязать до конца ряда, всего 6 повторений. В 21 ряду у нас получается 30 столбиков. И 22, 23 ряд, 2 ряда я провязываю 30 столбиков без накида. Давайте так провяжем. Так, вот такая деталь получается. Теперь 24 ряд. Провязываю первый столбик, ставлю маркер. И дальше провязываю 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Дальше вяжем ушко. Ушко вяжем за переднюю стеночку петли. В следующий столбик за переднюю стеночку петли я провязываю столбик без накида. И в эту же петельку полустолбик с одним накидом. Вот так. В следующую петлю у нас ушко будет состоять из 3 петель за переднюю стеночку. Делаю накид во второй следующий столбик за переднюю стеночку. Я провязываю 3 столбика с накидом в одну петлю. 1, 2 и 3. Это мы провязали во вторую петельку. И в еще одну петельку, вот в последнюю, я провязываю за переднюю стеночку полустолбик с накидом и столбик без накида. Вот такое у нас получается ушко. Дальше провязываю 1 за полную петельку, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Провязала. Теперь вяжем в следующее ушко, второе. Точно так же. В следующую петельку я провязываю за переднюю стеночку столбик без накида и полустолбик с одним накидом. Дальше в следующую петельку за переднюю стеночку провязываю 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. И в следующую петельку я провязываю за переднюю стеночку полустолбик с одним накидом и столбик без накида. И дальше до конца ряда 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Вот смотрите, где наши ушки должны быть. Вот на таком расстоянии. Вот так выглядит деталь. 25 ряд. В 25 ряду я буду провязывать 3 столбика убавка. Итак, я провязываю первый столбик. Этот ряд я буду провязывать за полную петельку убавки. 1, 2, 3 и убавка. Дальше 1, 2, 3. Нам нужно сделать 6 убавок. Загибаем ушко и за заднюю стеночку вот провязываем 1 и в следующую петельку 2. Вот убавка. Дальше столбик без накида
И вот здесь вот 2, 3 и убавка. Опять 1, 2, 3 и убавка. Теперь загибаем здесь. Здесь провязываем 1, 2, 3 за ушком и убавку здесь провязываем. Вот так. И опять 1, 2, 3 и в конце убавка. Вот так. В 25 ряду у нас 24 столбика. Вот такая деталь получается. 26 ряд. Снимаю маркер и провязываю 2 столбика убавка. Первый столбик провязываю, второй уже за полную петельку, тут все как обычно, и убавка. Так, нужно провязать до конца ряда, всего 6 повторений, в конце ряда 18 столбиков. Итак, провязала я. Теперь 27 ряд. Снимаю маркер, провязываю столбик без накида и убавка. Так, нужно провязать до конца ряда, всего 6 повторений, в 27 ряду 12 столбиков, и можно уже набить голову. Итак, я набила голову, и теперь 28 ряд. Я провязываю 6 убавочек подряд. Раз, два, три, четыре, пять, и 6. Все, теперь фиксируем ниточку, обрезаю. И фиксирую. Теперь нужно набить еще вот это вот место. Видите, оно еще пустое. Давайте набьем еще это место. Итак, вот я набила голову, вот эту вот часть, и теперь одеваю иголочку и стягиваем отверстие за полупетельки.
можно сделать узелочек, если ниточка не крышится. И вот и в центр вставляю иголочку, а вывожу в любое место. Подтягиваю все. Все, и теперь путаю ниточки. Обрезаю. Вот ушки мы выворачиваем наперед. Вот так. Вот так выворачиваем наперед, чтобы они вот так вот были такие веслоухие, как вот веслоухие ушки вот такие были. Все тело готово. Вот такое вот тело с хвостиком. А теперь давайте будем делать утяжки. Итак, приготовила я ниточку плотную и длинную иголку для утяжек. Значит, теперь нужно определить иголочками, где у нас будут глазки. Ой, я приготовила иголочки. Теперь смотрите. Вот ушко. Линия, где мы вязали с вами ушко. Вот оно. Отсчитываем от ушка 3 ряда. 1, 2 и 3. И вот вставляю я иголочку по серединке ушка. Вот там, где серединка ушка. Вот серединка ушка и вот иголочка. Отсчитываю 3 петельки. 1, 2, 3. И тут же ставлю вот 3 петельки на глазик. И с обратной стороны точно так же. Вот линия, где наша серединка ушка. И вот вставляю я иголочку. Вот серединка ушка приблизительно. Отсчитываю 1, 2, 3 петли. На один глазик идет 3 петельки. Вот. Серединка ушка и 3 петли. И тут серединка ушка и 3 петли. И 3 ряда от ушка. 1, 2, 3. Вот. Все, теперь начинаем с вами делать утяжку. Вставляю я иголочку в шейку. Там, где у нас все прибавочки. Начинается голова. Вставляю иголочку. А вывожу вот там, где первая иголочка у нас. Вот. Оставляю хвостик. И теперь вставляю иголочку там, где второе наше обозначение. И вывожу где-то через петельку на шейке, через петельку. Вот. Видите? 1, 2, 3. 3 петельки. Все. И затягиваю. Завязываю на узелочек. Вот первый глазик готов. Теперь ниточку эту убираем, хвостик. Теперь второй глазик. Опять в шейку вставляю и вывожу вот сначала там, где серединка глазика. Вот сюда, вот так. Убираю иголочку. Вот. И вставляю через 3 петли. Убираю иголку. И вывожу. Вот так. Затягиваю. И теперь завязываю тоже на узелок. Смотрю, чтобы утяжки были правильные. Имеется в виду, что они, утяжки были симметричные.
Если какая-то утяжка больше или меньше, сделайте еще раз утяжечку. Все, глазки утянули. Теперь утягиваем мордочку. Я там, где наши глазки были, вот, и вот так вот вывожу, тоже делаю утяжку мордочки. Смотрю, поправляю сначала, чтобы она была посерединке, и затягиваю. Еще раз. Так. Что застряло, не пойму. Странно. Так, подтягиваю опять. И еще раз. Еще раз делаю утяжечку мордочки, чтобы наверняка уже утяжечка на месте была. Все. Теперь опять завязываю вместе с хвостиком. Вот. Теперь у нас здесь вставляю иголочку там, где наши ниточки, а вывожу в любое место. И подтягиваю, пряча их в деталь. Вот, затянулись. Ничего не видно. Так, обрезаю. Так, и теперь хвостик это тоже нужно нам. Одеваю иголочку. Вот, тоже вставляю в это же место, а вывожу в любое. Все, ничего не видно. Все узелочки спрятаны в тело. Все, утяжка мордочки и глазок сделана. Теперь давайте вышьем сначала черным глазки и мордочку. Итак, приготовила я иголочку тоненькую и вставила черную ниточку полухлопковую. И теперь ввожу в любое место и смотрю, где мои утяжечки на глазах. Вот, и просто буду их вышивать. Я сделала узелочек, поэтому я его прячу в деталь. Вот, вот так. Все. Теперь вышиваю глазки. Тоже смотрю, чтобы они были у меня одинаковой длины. Вот. Один глазик. Второй глазик. И вывожу сразу на мордочку. На серединку мордочки. Вот. На серединку мордочки. Все, глазки вышили. Теперь мордочка. Вот я на серединку мордочки, потому что еще будет ротик, поэтому на серединку мордочки. И вот там, где наш носик. Итак, дальше я буду продолжать длинной иголочкой, потому что здесь очень плотно утяжка и мне неудобно. Поэтому я беру и длинной иголочкой, чтобы удобно мне было вышивать мордочку. Вот я вставляю, вышиваю вот такой вот длинной иголочкой.
удобно захватить, поэтому... Вот так вышили мордочку, и теперь ротик. Итак, мордочку мы вышили, теперь нам нужно вышить ротик. Ротик вышиваем наискосочек, вот, делая такую вот улыбочку. Через 2 петельки. Вот. Поправляем все. Да, длинная иголочка, и оно быстрее получается, потому что та коротенькая она. Все, и вывожу в любое место, в серединку вот носика вставляю. И вот таким вот образом вышиваю ротик. Вот. Теперь смотрите, как я через петельку одеваю, делаю узелок, ввожу в деталь, и смотрите, узелочек прячется, и его вообще не видно. Все, я обрезаю ниточку. Все, черным я вышила глазки, мордочку и ротик. Теперь вышиваем носик и лапки. Так, приготовила я тоже большую иголочку, но с таким остреньким носиком. И розовую ниточку. Теперь я буду вышивать носик и лапки. Значит, смотрите. Узелочек я сделала побольше, потому что тоже утоплю его вот куда-нибудь в деталь. Вывожу на носик. Вот. Вот так утапливаю его в детали. И теперь буду вышивать носик. Смотрю, чтобы было симметрично. Несколькими стежками. Вот так. И теперь вставляю, а вывожу в любое место. Все, носик поправляю. Вот так вот. Все. И делаю точно так же. Через одну петельку узелочек вставляю и вывожу в любое место. Прячется и ничего не видно. Все. Теперь самое главное, вышиваем лапки. Для начала я приклею ножки. Для того, чтобы вышивать лапки, задние ножки нужно приклеить, либо пришить. Я их приклеиваю. И приклеиваю их таким образом, чтобы они не в натяжку, не вот так вот в натяжку, а вот так вот немножко расслабленно. Вот, чтобы они были такими, ну, пухленькими, можно сказать. Вот, с обратной стороны я накладываю клей. Переворачиваю. Вот, и немножко наискосок. Вот так вот прикладываю немножко наискосок. Вот так. Так, чтобы видно было. Вот так, немножко наискосок.
Вот так. И вторую точно так же симметрично первой. Вот симметрично первой. Вот так вот придержу их, чтобы они приклеились. Вот так. Теперь давайте будем вышивать. Вот так. Приклеила их посерединке, чтобы вот эти вот лапки, они не были такими, чтобы они были как лапки вспушенные. Потому что если мы их пришьем по краям, то видно не будет. Оно прилипнет, можно сказать, к телу и будет некрасиво. А так они выглядят вот как лапки. Так, теперь вышиваю, вернее, первую лапку. Вот наша подушечка внутри, дырочка, вывернута ножка вот так вот наружу. И теперь я вовнутрь вставляю иголочку, вовнутрь, а вывожу вот оставляю хвостик и вывожу между первым и вторым рядом. Вернее, между первой и вторым столбиком. Вставляю иголочку между столбиками, вот так вот, ниточки, между столбиками. И вот так вот вышиваю подушечку несколькими стежочками. Не стягиваю. Не стягиваю. Расслабленно. Ну так, смотрю, чтобы подушечка была вышита. Вот так. Теперь вставляю в серединку, там, где наш хвостик. Все, подушечку мы вышили. Теперь коготочки. Коготочки я вышиваю тоже, вставляю вот в центр, какой-то между столбиков. И вот в первый столбик, тут 3 столбика у нас мы вывязывали. Вот вставляю в первый столбик. Вот так. Теперь вставляю опять в какой-нибудь из столбиков, во второй. И вот в серединку второго столбика. Придерживаю, чтобы у нас коготочки получились. Я не затягиваю. И опять вставляю в какой-нибудь, между столбиками, в какой-нибудь. Вот. И в третий столбик. Вот. Вот в третий столбик. И получается у нас 3 коготочка и подушечка. Все. Я обрезаю, не затягиваю. Обрезаю. И хвостики эти завязываю. Не затягивая, просто вот так вот слегка. Вот. Теперь на 3 узелочка я завязала. И теперь оставляю чуть-чуть небольшие хвостики. Вот. И вовнутрь их спрячу. Все, первую лапку мы с вами вышили. Вот такая лапка. Теперь верхняя. Верхнюю точно так же. Так, мне уже не хватит ниточки. Надо брать новую. А на верхней вышиваем только пальчики.
Точно так же вот наша дырочка внутри, я вставляю вот вовнутрь и вывожу где-то вот в начале лапки, оставляя хвостик. И смотрю, у нас здесь тоже 3 ряда. Так вот мне будет удобнее. Вот 3 столбика. Вот я между первым столбиком, не затягивая, опять ввожу. Второй столбик вот между петельками какими-нибудь, да. И вот третий столбик тоже ввожу. И вот между столбиком. Все, лапки вышили, 3 лапки. Ой, 3 пальчика. Обрезаю. И точно так же вот внутри я завязываю. Не стягивая ниточку. Третий узелочек уже можно потуже. Вот. Оставляю хвостики. Все, видите? Прячу вовнутрь. Все, вот такие вот лапки у нас с пальчиками получились. Давайте вторые вышьем точно так же, как и вот эти 2. Итак, я вышила на вторых лапках тоже пальчики и подушечку на нижней. Точно так же, как и на первых, как я вам и показала. Теперь, что я делаю? Я вот внутри, вот эти вот узелочки, я их проклеиваю. Я беру горячий клей и вот так вот прямо на них туда вовнутрь клея добавляю. Вот. И вот так вот их немножко туда вдавливаю. И они приклеиваются и хорошо держатся. Вот. Каждую лапку просто вот так вот клеем внутри.
И все. Все, наш котеночек готов. Это вислоухая маленький котеночек. Полностью готов. Теперь давайте свяжем люлечку к нему. Начинаем вязать люлечку. Я взяла 7 крючок, толстую пряжу. И начинаем с вами вязать люлечку. Набираю я 12 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Провязала цепочку из 12 воздушных петель. Теперь в третью петельку от крючка я провязываю прибавку полустолбиками с накидом. 1 и 2 в одну петельку. Ставлю маркер в первый столбик. Теперь по цепочке я вяжу 8 полустолбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. В последнюю петельку провязываю 4 полустолбика с накидом в одну петлю. 2, 3 и 4. По второй стороне провязываю 8 полустолбиков с накидом. 1. Хвостик тоже вяжем вместе с деталью. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. В последнюю петельку провязываем прибавку 2 полустолбика с накидом в одну петлю. 1 и 2. Хвостик подтягиваем, выравниваем все. Все, первый ряд провязан. Второй ряд. Вначале провязываю прибавку 2 полустолбика с накидом в одну петлю. Ставлю маркер в первый столбик. Хвостик обрезаю. В следующую провязываю тоже прибавку 2 полустолбика с накидом в одну петельку. Дальше провязываю 8 полустолбиков с накидом. 1, 2. Давайте так провяжем 8. Теперь провязываем 4 прибавки подряд. Первая прибавка 2 полустолбика с накидом в одну петлю. Вторая прибавка. Третья. И четвертая прибавка. Дальше провязываем по цепочке 8 столбиков без накида. Остается 2 петельки. В последние 2 петли провязываю прибавку. Первая прибавка и вторая, последняя прибавка. Второй ряд провязан. Забыла вам сказать, в первом ряду у нас получается 24 столбика, во втором ряду 32.
Дальше третий ряд. В третьем ряду я провязываю 1 полустолбик с накидом, ставлю маркер в первый столбик, в следующую прибавка 2 полустолбика с накидом в одну петлю. Дальше опять 1 полустолбик с накидом, в следующую прибавка. Дальше по цепочке я провязываю 8 полустолбиков с накидом. Теперь провязываем так: 1 полустолбик, в следующую прибавка, 1 полустолбик, в следующую прибавка, 1 прибавка, это будет третье повторение, 1 прибавка, это будет четвертое повторение. Дальше провязываем по второй стороне 8 полустолбиков с накидом. Так, теперь провязываем, в конце осталось 4 петельки, провязываем полустолбик с одним накидом, раз, в следующую прибавка, и опять полустолбик с накидом, и в следующую прибавка, 2 полустолбика с накидом в одну петельку. Все, провязали мы третий ряд. В третьем ряду получается 40 петелек по кругу. Теперь вяжем четвертый ряд. Четвертый ряд мы вяжем за заднюю стеночку петли. Я снимаю маркер, делаю накид и за заднюю стеночку провязываю без прибавок и убавок 40 полустолбиков с накидом. Вот за заднюю стеночку. И так нужно провязать до конца ряда. Давайте так провяжем до конца ряда. Итак, провязала я четвертый ряд. Теперь пятый и шестой ряд провязываем по кругу без прибавок и убавок 40 полустолбиков с накидом. По кругу. Вот так вот. Давайте так провяжем 2 ряда, 5 и 6. Итак, провязала я 3 ряда. Вот такая деталь получается. И теперь 7 ряд. Итак, 7 ряд. Снимаю маркер и провязываю 10 полустолбиков с накидом. В первый столбик ставлю маркер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Теперь набираю 15 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Провязала я цепочку. Теперь отсчитываем 5 петель. Надо пропустить 1, 2, 3, 4, 5. И вот в следующую петельку я провязываю полустолбик с одним накидом.
Вот мы с вами провязали ручку. Теперь нужно провязать 16 полустолбиков с накидом. Первый мы провязали, дальше 2, 3, 4, 5. Давайте так провяжем 16. Провязала 16 петель. Теперь вяжем вторую ручку. Набираем 15 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вторая ручку. Пропускаем 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. И в следующую провязываю полустолбик с накидом. Вторая ручка готова. Дальше 1 мы провязали, 2, 3 и 4. До конца ряда 4 петли. 4 полустолбика с накидом. Все, у нас следующий ряд провязан, 7-й. Вот с такими ручками. Вот. И теперь последний, 8-й ряд. Мы провязываем, просто делаем обвязку. Обвязку я делаю тоже полустолбиками с накидом. В первый столбик ставлю маркер и просто делаю обвязку по всей детали. Ручки тоже обвязываю полустолбиками с накидом. Обвязываю их не в натяжку, чтобы они были пышненькими. Вот провязала я до ручки. Теперь как мы вяжем ручку? Я делаю накид под цепочку, Вот, и провязываю тоже полустолбики с накидом. Не затягиваю, не стягиваю деталь. Сколько получится, столько и получится. Я их не считаю, просто обвязываю ручку. Все, дошли. Вот, сделала обвязку ручки. И теперь перехожу на полотно само. Не пропуская ни одной петельки, провязываем дальше до следующей ручки. Давайте так провяжем до конца ряда.
Ну что, люлечка наша готова. Я уже вложила нашего котика в люлечку. Вот так она выглядит. Ой. Вот такая вот люлечка. Значит, с Alize Velluto получается 2 люлечки. И вот такой вот один моточек остается небольшой. То есть с одного мотка можно связать 2 люлечки. Вот. Вот такое вот милое создание. Я думаю, что этот котеночек только родился. Вот такое вот милое создание у нас получилось. С вот такой вот люлечкой. Давайте посмотрим, какие у нас были. Итак, я вязала белого. Вот. И вот такой вот темно-серенький. Вот такие вот малыши у меня получились. Если вы связали, у вас все получилось, вам нравится мой мастер-класс, поставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на мой канал, впереди еще очень много мастер-классов. Ну а на сегодня я вам говорю пока-пока.